Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшний видеоролик из цикла «Цветочные будни». Хочу вам представить домашнее растение. Это антуриум Jelly Peach. Вернее, не само растение, а пенек. То есть, вот он внизу торчит у нас маленький такой. То есть, изначально это было небольшое растение, которое со временем вытянулось, и стебель у него вытянулся, эстетический вид растения потеряло, поэтому его омолодили. То есть на стебель привязали стаканчик, туда положили грунт второго состава, и когда корни были нарощены, обрезали. Обрезали пенек, оставили и оставили несколько листиков. Листики оставили для того, чтобы они дали толчок для быстрого развития растения, потому что пенек без листиков развивается гораздо хуже, чем с листочками. Пересадить надо было уже давно это растение. Как-то я затянула с этим. Как видите, деточки уже даже зацвели. Ну, ничего страшного, мы сегодня с вами пересадим его. Давайте вытащим растение из горшка и уберем корни. Итак, лишний грунт я убрала. Предварительно я грунт пролила. Даже вот видите, он у меня не то чтобы влажный, он у меня даже мокрый. Ну так, скажем, его проще убрать. Смотрим. Вот у нас маленькая деточка, наверное, начнем с нее. Здесь у нас корешочки кончаются. И вот видите, уже идет. Ну, вот так вот мы его где-то обрезаем. Ну, вполне приличная получилась. Тут лишнюю чешуйки мы потом уберем. Так, первая у нас готовая. Откладываем в сторонку. Дальше смотрим. Давайте вот на этот обратим, наверное, внимание. Вот здесь попробуем его обрезать. Оп. Видите, какие корни темные, уже старые. Это вот именно корни от пенька. То есть они начали уже приходить в негодность. Что-то у нас здесь зацепилось. И поэтому и листья, которые были оставлены, они также у нас стали желтеть. Здесь корешок зацепился. Этот уберем лишнее. О, освободили. Вот он. Чешуечку уберу. Вот тоже прекрасный. Прекрасное растение, на мой взгляд. Корней вполне достаточно. Второй готов. И еще у нас здесь их 2 штучки осталось. Смотрим. Лист старый. Вот здесь мы, наверное, его с вами и обрежем. Опять где-то что-то зацепилось. Оп. Освободили. Вот совсем маленький. Но тоже корней достаточно. Я считаю, быстренько в рост пойдет. Еще один. Так вот их разложить, чтобы хорошо было видно. И последний у нас остался. Так, здесь тоже смотрим, где он у нас крепится, откуда он у нас растет. Вот я предлагаю обрезать его пока вот так, а дальше уже посмотрим. Где-то у нас тоже он держится. Корешок, наверное, запутался. Сейчас аккуратненько освободим. Ага. Вот он. Готов еще один. Вот здесь какой. Молоденький, симпатичный. Вот это вот цветущая у нас получилась детка. Так, сейчас уберем лишние чешуйки аккуратненько и срезы обработаем фитоспорином. Вот что у нас осталось.
Вот это вот и был у нас, получается, пень. Вот он, пенек. Корни уже, конечно, старые. Это все на выброс. Итак, сухие чешуйки я убрала. Срезы обработаю сухим фитоспорином. Просто вот так вот макнула. Видите? Достаточно, я считаю. Можно, конечно, и посыпать сверху корни перед посадкой. Но считаю, этого достаточно. Итак, вот эти два растения я хочу посадить на фитиль. Оставить их себе. Получится пышный, красивый кустик. Это мы сделаем позже. А сейчас вот эти растения, которые более взрослые такие, посадим в грунт второго состава. Предварительно берем обычный пивной стаканчик, делаем отверстие в днище и на стенках горшочка для вентиляции. Грунт на основе кокосового субстрата. Напоминаю, он должен быть влажный, но не мокрый. Насыпаем в стаканчик. Погружаем сюда аккуратненько наше растение. Оп, зацепился за стенку. Вот так. И выскочил, смотрите, из дырочки. Обратно его засунем. И засыпаем. Вот так. Первое время растения желательно поставить будет в тепличку. И главное не залить. То есть можно не поливать, а просто опрыскивать верхний слой грунта. Так, одно у нас посажено. Следующий то же самое. Итак, вот эти два растения я хочу посадить на фитильный полив. В принципе, горшочки для фитильного полива, они всегда есть в магазине, но у меня очень много вот таких двойных обычных горшков осталось, и я придумала, как можно их использовать для фитиля. То есть вырезается вот такая сеточка по размеру днища горшка, опускается шнурочек в дырочке. Вот так. Вот. Видите, как получается? Вот мы еще хвостик чуть-чуть подымем при посадке потом. И опускается в обычный горшок. Здесь главное определиться с количеством воды, которое вы будете добавлять во внешний горшок, так, чтобы исключить контакт нижнего слоя грунта с влагой. Я стараюсь в последнее время почти все растения пересаживать на фитиль. Это не значит, что при обычной посадке хуже растут растения, развиваются хуже. Нет, просто фитильный полив, на мой взгляд, это такой способ для ленивых, скажем так. Налила воды в нижний поддон и все, и забыла на какое-то время. Итак, для посадки я использую грунт. Одна часть верхового. Смотрите, какой он получается. Одна часть верхового торфа и одна часть кокосового субстрата средней фракции. И обязательно кокосовое волокно. Вот оно, видите, у меня какое. Порезанное на небольшие кусочки. Так, прежде чем посадить растение, я сюда еще подсыплю микоризы. Как-то я уже привыкла с ней работать. И вот, смотрите, какая красота получается. Давайте сейчас досыпем грунт, и наше растение будет посажено. Вот так. Слишком углублять при посадке растения не надо. То есть, видите, у меня примерно вот так.
садится. Прекрасно выглядит. Растения у нас пересажены. Так как у нас была именно пересадка, то есть мы полностью корни отделяли от земляного кома, то есть это не перевалка. Поэтому растения сейчас пойдут под умеренное освещение. Где-то с недельку они постоят в глубине, скажем так, комнаты, а затем уже можно будет поставить под интенсивное освещение. Но в любом случае высокая температура и высокая влажность растениям потребуется. Так, спасибо за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.